Сегодня я хочу рассказать о неприхотливых растениях, которые легко украсят территорию сада без затрат ваших сил и времени. Их смело можно отнести к малоуходным культурам, так как никакого особого ухода и своевременного полива они от вас не потребуют. Такие растения очень выгодно выращивать в своем саду, особенно если вы занятый или начинающий садовод, а также дачник выходного дня, который имеет возможность приезжать в сад в лучшем случае только раз в неделю. Растение, о котором пойдет речь, в природе насчитывает более 1000 видов. Называется молочай. Сегодня расскажу лишь о некоторых наиболее декоративных его представителях. Посадите в своем саду молочай кипарисовый. Это травянистое растение, на внешний вид очень похоже на низкорослые хвойные. В диком виде оно широко произрастает в Европе, а в Северную Америку он был завезен в качестве декоративной культуры в 1860-х годах. Этот молочай настолько неприхотлив, что станет расти даже на самой скудной почве, на гравийных отсыпках и на обочинах дорог. С помощью его пышных кустиков можно без труда вырастить красивый бордюр вдоль садовых дорожек, красить передний план в цветниках или создать объемный фон для низкорослых растений. Кстати, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания молочая. Какие из его видов вы уже высаживали в своем саду? Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Молочай кипарисовый красив своей узкой удлиненной листвой. Его кустики вырастают в высоту от 20 до 40 сантиметров. Они хорошо разрастаются в ширину, прикрывая голую почву от сорной травы. Происходит это за счет боковых прикорневых почек. Таким образом, один небольшой кустик со временем образует настоящую пышную подушку, что смотрится очень декоративно. Листва молочая кипарисового действительно напоминает хвою. У этого вида много вегетативных побегов, которые ветвятся от основания. Таким образом, кустик имеет красивый воздушный вид. Еще более эффектно смотрится это растение, когда на фоне его зеленой листвы распускаются многочисленные желтые цветочки. Яркие золотистые зонтики появляются на верхушках побегов дважды за сезон – в мае и в конце июля или к концу лета. В это время молочай становится похожим на яркое золотистое облако, которое распространяет приятный аромат и привлекает в сад всевозможных бабочек. Такое неприхотливое растение станет безусловным украшением любой клумбы. Тем более, что вам даже не придется его вовремя поливать. Молочай очень засухоустойчивый, а вот переувлажнение он не любит. Поэтому в почву при посадке стоит добавить дренаж или песок. Когда кустики отцветают, его боковые побеги склоняются к земле и дают дополнительные корешки. Таким образом, растение разрастается. Отдельно хочу сказать о свойствах молочая. Это растение ценится как лекарственное, но оно ядовитое. Если надломить стебель, из него начнет выделяться белый сок, который содержит большое количество ядовитых веществ. Учитывайте это при контакте с молочаем и защищайте руки перчатками, а по окончанию работы тщательно их мойте. Несмотря на свою ядовитость, это растение широко применяют как в официальной, так и в народной медицине. Спектр его полезных свойств просто огромный. Размножить молочай кипарисовый можно делением куста, черенкованием и семенами. Семена высевают с осени, прикрыв место посадки опавшей листвой или хорошо перепревшим компостом. Хотя гораздо проще весной поделить кустик или начеренковать летом его стебли. Для этого веточки срезают, промывают от млечного сока и опудривают срез порошком из активированного угля. Далее дают черенкам немного подсохнуть и только после этого высаживают в рыхлый и слегка увлажненный грунт. Молочай кипарисовый будет гармонично смотреться со многими цветочными культурами и хвойными. Он легко украсит альпийскую горку и любой цветник, расположенный на открытом солнечном месте. Хотя молочай до того неприхотлив, что станет расти даже в затенении. Единственное, если вы не хотите допускать его чрезмерного разрастания,
Высаживайте кустики под вкопанный в землю ограничитель. Молочай практически не подвержен нападению вредителей и болезней. Но от частого чрезмерного переувлажнения растение может развиться корневая гниль. В садах с суровыми и малоснежными зимами молочай лучше прикрыть на зиму лапником. Обратите внимание еще на один декоративный вид – молочай окаймленный. В диком виде он широко произрастает в Северной Америке. Очень легко размножается самосевом. Но в садах средней полосы его выращивают как однолетник. Растет этот вид невысокими кустиками до 60-80 см в высоту. Растения хорошо облиственные именно в верхней части, снизу они более оголенные. Цвет листьев светло-зеленый или серо-зеленый. Но уже в июле этот молочай показывает себя во всей своей красе и становится похожим на искрящиеся на солнце снежные шары. Такой эффект создается за счет мелких цветков и предцветников с серебристо-белой каймой. Вид молочая окаймленного напоминает красивые накрахмаленные кружева. Такие растения украсят не только вашу клумбу, но и другие места в саду. Например, из кустиков можно создать невероятной красоты пышный бордюр, который издали будет напоминать заснеженные цветы. Недаром англичане еще называют этот вид горным снегом, а на своей родине его прозвали богатой невестой и снежной вершиной. Цветет молочай окаймленный обильно и долго, с июля и до первых заморозков. Это растение очень ценится среди садоводов и ландшафтных дизайнеров не только за свою редкую красоту, но и неприхотливость. Кустики хорошо переносят жару и засуху. Однако он, как и все молочайные, не терпит переувлажнения. В тени тоже не стоит высаживать саженцы. От нехватки света кустики будут плохо развиваться и могут даже погибнуть. Из плюсов этот молочай совершенно не требователен к почвам. Станет расти даже на каменистых грунтах и не подвержен болезням и вредителям. Зато он так же, как и предыдущий вид, имеет ядовитый сок. Размножить молочай окаймленный можно семенами и черенками. Семена высевают сразу в открытый грунт, но только после того, как минует угроза возвратных заморозков. На рассаду их высевают с конца февраля и в марте. С появлением нескольких листочков сеянцы пикируют в отдельные стаканчики, а на постоянное место высаживают, когда установится теплая погода, без существенных понижений температуры в ночное время. Между кустиками выдерживают расстояние около 30 см. Молочай окаймленный просто роскошно смотрится с флоксами, мальвами, высокорослыми дельфиниумами, разными декоративными травами, злаками и даже сам по себе. С помощью молочая легко украсить садовые дорожки, добавить прохлады в яркие краски летнего знойного сада. Его кустики, словно укрытые инеем, удачно разбавят насыщенную пеструю палитру в миксбордере и станут красиво сочетаться со многими цветами. Единственное, учитывайте нетерпимость молочая к частым поливам. Уверена, что посадив эти растения в свой сад, вы не пожалеете. И с их помощью легко украсите свою территорию без особых затрат своих сил и времени. А если для вас эта информация была полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.